Из года в год по миру развязываются цветные революции, за которыми маячит Запад. Хорошо обученные и хорошо проплаченные группы провокаторов по одному и тому же сценарию выводят людей на улицы и осуществляют вооруженный переворот. Ничтожное меньшинство силой навязывает обществу другое правительство, другую жизнь и новых хозяев. При этом реальные руководители цветных революций всегда находятся далеко за океаном. Народы разных стран раз за разом платят за фальшивую свободу и демократию реальной кровью, разрухой и развалом государства. Успех цветных революций кроется в том, что их организаторы всеми силами скрывают их реальные итоги. Именно поэтому так важно знать, что происходит в странах, где к власти приходит подогретая извне агрессивная толпа. Египет, 2011 год. Запад объявил законного президента Египта Хосни Мубарака диктатором. В столице Египта разгорелись протесты, оплаченные иностранными деньгами и подаваемые как народная борьба за свободу. На плечах толпы к власти пришли радикалы-исламисты. Для сравнения, до начала восстания экономика Египта росла со скоростью 5-7% в год. ВВП – 468 миллиардов долларов, 27-е место в мире по экономическому развитию. После начала восстания около 40% населения оказались за чертой бедности. Золотовалютные запасы уменьшились с 36 до 17 миллиардов долларов. Внутренний государственный долг достиг 90% от ВВП. Ливия, 2011 год. Национальный лидер Ливии Муаммар Каддафи перестал устраивать Запад. Западные спонсоры вывели на улицы экстремистов, которые спровоцировали столкновение с полицией. Кровопролитие разожгло гражданскую войну. Боевики взяли в осаду Триполи. Страна раскололась по линии фронта. Ливия погрузилась в хаос. Для сравнения, до переворота Ливия занимала первое место в Африке по среднему уровню доходов и 4-е место по ВВП на душу населения. Бесплатное образование и медицина, отсутствие квартплаты, бензин дешевле воды. Последствия переворота. Страна прекратила существование как единое государство. ВВП упал более чем в 2 раза и продолжает снижаться. Минимум 750 тысяч людей стало беженцами. Количество погибших – десятки тысяч. Сирия, 2011 год. Сирия взяла курс на самостоятельную политику, что вызвало немедленную реакцию Запада. Финансируемые Западом экстремисты вывели толпу на улицы. Протесты привели к кровавым столкновениям и гражданской войне. Боевики захватили север страны. Гражданская война идет до сих пор. Для сравнения, до войны ВВП Сирии составлял 60 миллиардов долларов. Прирост ВВП 2,3%, уровень инфляции 2%, доход на душу населения 2410 долларов в год. Результаты восстания. Боевики разграбили и вывезли за границу более 1000 фабрик и заводов. Ущерб от войны – минимум 22 миллиарда долларов. ВВП сократился на десятки процентов. Убито более 260 тысяч человек. Около 10 миллионов человек стали беженцами. Украина. 2013-2014 годы. Президент Янукович отказался подписывать договор об евроинтеграции. США и ЕС с помощью прозападных лидеров оппозиции организовали массовые беспорядки. Были захвачены административные здания. Под давлением и угрозами боевиков депутаты Верховной Рады избрали нового ИО президента. К власти пришло ультранационалистическое правительство, которое объявило войну против собственного народа на востоке страны. Для сравнения, до переворота Украина имела развивающуюся экономику. 53-е место в мире по ВВП. Инфляция – 0,5%. ВВП на душу населения – 8788 долларов. Объем экспорта – 71 миллиард долларов. После переворота Украина находится на грани дефолта. Курс национальной валюты упал более чем в 3 раза. Официальная инфляция около 25%, в реальности больше. ВВП упал минимум на 7,5%. Стоимость коммунальных услуг выросла в 2-3 раза. Планируется повышение еще в 5-7 раз. В ходе гражданской войны погибло более 5000 мирных жителей. Беженцами стали не менее 2 миллионов человек. Сегодня Украина – это страна на грани распада, погрязшая в насилии и коррупции и преданная своими союзниками на Западе. Мы видим, к чему приводят Майданы. Раз за разом, страна за страной. Мы видим, какую цену заплатили те, кто не смог или не захотел остановить свой Майдан.
И мы не допустим, чтобы на нашей земле повторился тот же кровавый сценарий. Приходи 21 февраля на шествие-митинг «Год Майдану». Не забудем, не простим. И скажи «нет» Майданам на российской земле. Сбор в 12 часов на Страстном бульваре и улице Петровка. Приходи, если патриот.